Всех приветствую на канале Animal Life. Самая обычная женщина спасла стаю лебедей от смерти на морозе. В одной деревне под Псковом в небольшом пруду жила себе целая семья красивых лебедей. Они оставались в водоеме на протяжении всей зимы. Улететь на юг не могли, птенцы еще не оперились и не могли самостоятельно преодолеть путешествие в теплые края. Однако начало зимы выдалось довольно теплым, поэтому с пропитанием проблем у них не было. Но уже под конец зимы, в феврале наступили сильные морозы. Водоем замерз полностью до самого донышка. Жить птицам стало негде. Отыскать питание они тоже не могли. Местные жители решили спасти лебедей, найти им место на зимовку. Обратились в ближайшие зоопарки. Однако там сообщили, что не смогут взять пернатое семейство к себе из-за того, что лишнего корма в учреждениях не предусмотрено. Тогда стали искать фермерское хозяйство, которое смогло бы приютить лебедей. В городе Остров живет женщина по имени Людмила. Она владелица придорожного кафе. Женщина очень любит животных и птиц. Она заметила, что у нее остается достаточно хлеба. Поэтому Людмила подумала, что можно завести себе небольшой зоопарк. За своим кафе она поставила достаточно большую теплицу. Сейчас у нее здесь обитает разная пернатая живность. Живут в теплице фазаны, каюги, петухи. Когда женщина узнала, что семейству лебедей ищут зимнюю квартиру, то она с радостью откликнулась и взяла их к себе. Здесь мама лебедь, папа лебедь и 5 их птенцов нашли тепло, заботу и уют. В теплице они чувствуют себя как дома. Людмила кормит их за свой счет. У птиц очень хорошее меню. Их кормят и овощами, и даже рыбой. Лебеди в теплице отогрелись и расправили крылья. Малыши уже подросли, и в теплое время года они смогут самостоятельно подниматься в небо. Главу семейства в прямом смысле спасли от смерти. Когда люди ловили его, то он не только не щипался, но даже не шипел. Самец просто терпеливо ждал, чем закончится его встреча с людьми. Благо, эти люди хотели только помочь. По кольцу, которое сохранилось на лапке у самца, установили, что родом он из Латвии, точнее, из ее столицы, города Рига. Когда наступят теплые деньки, Людмила отпустит птиц на волю. Пока же они живут в теплице и спокойно находят общий язык с другими представителями пернатого мира. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.